Провал и срыв в переговорах между Россией, Украиной и США. План ЕС и РФ. В Москве поставили ультиматум Западу. Детали. В Киеве призвали быть реалистами и назвали сроки завершения войны. Почему заявление с Банковой вызвало резкую критику российского МИДа. Вашингтон объявляет войну судьям Международного уголовного суда. В черный список полетели те, кто криво посмотрел на американцев и израильтян. Как Вашингтон защищает своих военных и Нетаньяху. Приговор утвержден. Удар России по Польше. Варшава обвинила Москву в провокации из-за атаки боевым дроном. Детали. Начало новой специальной военной операции. Кто оказался в кольце под Добропольем спустя неделю после прорыва фронта? Войска России или Украины? Что происходит? А также решение Казахстана. Там отправляют за решетку фейкового миллионера, который жил в роскоши, не имея копейки за душой. Как удалось сломать систему? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Громкий скандал в Верховной Раде. В Украине двери парламента закроют перед носом известного своими провокационными заявлениями народного депутата Марьяны Безуглой. Парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады решил: Безуглой не место на заседаниях парламента. О том, что Марьяна Безуглая теперь персона нон-грата, сообщают ее коллеги по цеху. Причина, как сообщают, в системном нарушении регламента и антисоциальном поведении. Безуглая таким решением недовольна, себя назвала белой вороной, которую хотят устранить. И поэтому объявила войну. Уверяет, что подает в суд и считает решение регламентного комитета незаконным. Говорит, что дело притянуто за уши, мол, ее посчитали неудобной из-за того, что когда-то вела прямые трансляции из зала заседаний. В то же время другие депутаты занимались тем же, но к ним претензий нет. Но дело шире. Любые действия нардепа в зале являются частью демократического процесса, кроме тех, что нарушают законы, касающиеся всех граждан. В Верховной Раде были и драки, и демонстрации, и крики, и споры, и никого не отстраняли. 2 случая отстранения во время работы Рады текущего созыва были признаны судом незаконными. Безуглую неоднократно обвиняли в работе на Россию из-за ее заявления. Она, в частности, писала в сети о потере военной техники ВСУ, критиковала главкомов ВСУ Залужного и Сырского, требовала их отставки. Сама лишилась должности председателя подкомитета в парламентском комитете по нацбезопасности. Предлагала также законопроект, разрешающий командирам убивать военнослужащих за неповиновение и дезертирство. Цинично высказывалась о смерти украинцев, и это далеко не весь перечень тех действий, за которых Безуглую часто критикуют в Украине. Экстренная реакция на новую войну. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила облегченный вариант НАТО для Украины. Механизм, по которому союзники Киева будут обязаны в течение 24 часов решать, какую помощь предоставить на случай, далее цитата, если Россия возобновит войну. Об этом пишет Bloomberg. При этом план не предполагает членство Киева в альянсе, но предусматривает быструю военную экономическую поддержку и санкции против Москвы. Инициатива появилась после того, как Трамп согласился поддержать гарантии безопасности, хотя исключил отправку американских войск, ограничившись возможной авиационной поддержкой. Мелони заявила, что ее предложение, основанное на модели статьи 5 НАТО, станет прочной альтернативой и мостом между США и Европой. Издание «Политика» при этом пишет, что готовящиеся гарантии безопасности дадут Украине возможность вести переговоры с позиции силы. Уже на следующей неделе министры обороны стран Европы проведут важное совещание. Между тем, министры обороны и министры иностранных дел ЕС также встретятся неформально на следующей неделе, поскольку растут ожидания, что конкретное мирное предложение может быть готово для представления Зеленскому и Путину в течение примерно недели. Россия при этом дает понять в очередной раз: никакой Украины в НАТО и никаких войск НАТО в Украине. Такова реакция на появившуюся ранее информацию в западных медиа о том, что страны ЕС могут направить свои войска в Украину. Одним из критиков идеи со стороны России стал Медведев. Говорит, Россия отвергает такой план. Это было ясно сказано. Никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие гарантии безопасности. При этом в МИД РФ озвучили план, на который Москва готова согласиться. Лавров делает отсылку на стамбульские договоренности 2022 года и называет страны, которые могли бы обеспечить гарантии безопасности Украине. Среди них сама Россия. В этом контексте украинская сторона предложила, а наша делегация тогда согласилась,
разработать гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН, то есть и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика, США, Франция, Британия, и плюс отдельные страны, упоминалась Германия, упоминалась Турция, и другие страны, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности. И в том контексте украинское предложение однозначно означало, что эти гарантии будут равными. В то же время между офисом Зеленского и МИДом России вспыхнул новый скандал. В Киеве озвучили сроки завершения войны. На Банковой говорят, надо быть реалистами. Боевые действия не могут прекратиться по итогам одной встречи, и мир не наступит мгновенно, а часть украинских территорий временно останется под оккупацией. Это была цитата. Кроме того, у Зеленского считают, что США и Россия не выполнят свой план. США и Россия не навяжут Украине условия, которые не примет украинский народ. Есть также уверенность, что Европа будет формировать принципы перехода к миру вместе с США. Теперь граница безопасности ЕС проходит через Украину, и это подтверждается мощным составом делегации европейских лидеров в Белом доме. На заявление Подоляка отреагировала Захарова. Она считает, что Зеленский предал тех, кто за него голосовал. Про украинский народ вспомнили позорники. Украинский народ хотел жить в мире, за что и проголосовал, выбирая Зеленского. А он и его офис президента обманули, изнасиловали, расчленили и массово казнили украинский народ. Юристы и правовики в будущем скажут свое слово, а по мне, это настоящий геноцид украинского народа со стороны киевского режима. Банковая не смеет прикрываться именем тех, кого предала. А украинский народ тем временем теряет свои дома. Боевые действия продолжаются. Financial Times пишет, что на Трампа произвело впечатление заявление европейцев и украинцев в Белом доме о масштабах войны. Ему дали понять, что Россия контролирует так много территорий, что это сравнимо с размерами американских штатов, в частности с близкой Трампу Флоридой, где находится его резиденция Мар-а-Лаго. Я полагаю, для американской аудитории, учитывая, что я много лет учился в США, лучший способ объяснить — это сказать, что если взять относительную площадь территории, которую Россия сейчас хочет отобрать у Украины, это было бы примерно как если бы США отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а затем дошли до Мэриленда. Таким образом, речь идет о значительном количестве территории. Европейцы уверены, мирные переговоры Трампа провалятся. Об этом пишет издание «Политика». Срыв переговоров возможен, если Россия даст заднюю. Сейчас же в ЕС решили сыграть в игру Трампа. План европейцев заключается в том, чтобы поддерживать мирные усилия Трампа, далее цитата из материала издания, пока он не поймет, что Путин не серьезен в стремлении завершить войну, пишут авторы материала. Европейские лидеры не верят в искренность Владимира Путина в отношении мирного соглашения, поэтому их стратегия заключается в том, чтобы поддерживать и хвалить Дональда Трампа, пока он сам не придет к такому же выводу и не поймет, что нужно усилить давление на Кремль. Европейцы считают это беспроигрышным подходом. Они будут рады ошибиться, если президенту США удастся договориться о завершении войны в Украине с реальными гарантиями безопасности, но основная цель – разоблачить блеф российского лидера и усилить санкционное давление. Варшава заявляет, Россия ударила по Польше. Ударный дрон долетел практически до столицы, и если накануне утром в Польше не могли сказать, что взорвалось в кукурузном поле в селе Осины, недалеко от границы Украины и Беларуси, то уже вечером прозвучало громкое заявление: виновна Москва. Действия в стране НАТО назвали провокацией. В Минобороны страны считают, что никогда не услышат признания российской стороны, и Москва не возьмет ответственность за этот инцидент. По заявлениям Варшавы, взорвался в польском поле дрон типа «Шахед» или же «Герань-2». Отмечу, что Россия пока не комментировала обвинения со стороны Польши. Po raz kolejny mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej. Мы снова сталкиваемся с провокацией со стороны Российской Федерации с беспилотником из России. Это происходит в решающий момент, когда ведется обсуждение мира. Мы сталкиваемся с этим в то время, когда есть надежда, что эта война, объявленная Россией, война против украинского государства, но также война, угрожающая безопасности стран НАТО, может завершиться. Россия снова провоцирует.
Вашингтон объявляет войну судьям Международного уголовного суда. Те, кто открыто решится тронуть американцев или израильтян, получат жесткий финансовый удар. Так, накануне Штаты ввели санкции против судей и прокуроров Международного уголовного суда. Под прицелом и в черном списке оказались судьи Кимберли Прост и Николай Ян Гию, а также заместители прокурора Насхат Шамим Хан и Маме Мандиае Ньянг. Причиной стали решения и действия, которые Вашингтон называет незаконными и угрожающими интересам США и Израиля. Так, судья Прост дала зеленый свет расследованию против американского военного персонала в Афганистане. Ее коллега Гиу прославился решением, позволившим выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Заместители прокурора Хан и Ньянг, по оценке американской стороны, сыграли ключевую роль в поддержке ордеров МУС против официальных лиц Израиля и продолжают продавливать дела, которые в Вашингтоне считают абсолютно нелегитимными. В результате сегодняшних действий все активы и имущественные интересы вышеуказанных лиц, находящиеся в США или под контролем американских лиц, блокируются и подлежат обязательному отчету в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Кроме того, блокируются все организации и лица, которыми прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более владеют одно или несколько заблокированных лиц. Новая специальная военная операция. Израиль начал новое наступление на Газу с целью ее полного контроля. Крупнейший за всю войну штурм. В армию срочно призвали еще 60 тысяч резервистов, а уже служащим продлевают срок службы. План, утвержденный министром обороны Катцем, стал следующим этапом операции «Колесницы Гидеона». Израильские войска уже контролируют около 75% территории анклава. Цахал обещает создать гуманитарные коридоры, пункты помощи и полевые госпитали, но правозащитники предупреждают, новая волна боев приведет к массовому исходу мирных жителей и усугубит гуманитарный кризис. Тем временем внутри самого Израиля растет раскол, семьи заложников требуют прекращения огня, опасаясь за жизни 50 человек, все еще находящихся в Газе, а бывшие военные разведчики называют цель полного уничтожения Хамас фантазией. Несмотря на критику и международное давление, Нетаньяху настаивает: главной задачей войны – освобождение заложников и ликвидация Хамас. Решение о резервистах было принято после тщательного обсуждения объема необходимых сил для продолжения боевых действий и утверждено министром обороны после представления всех последствий. Цахал высоко ценит своих резервистов. Выражает признательность за их вклад в обеспечение безопасности государства Израиль и будет продолжать работать над обеспечением надлежащих условий службы и справедливого распределения обязанностей. Войска России, которые совершили прорыв фронта в районе Доброполья, оказались под угрозой окружения. О непростой ситуации для ВС РФ пишет русская служба BBC. В материале говорится, что часть российских подразделений, которые продвинулись дальше всех на север, уже оказались отрезаны от основных сил. Сейчас обе стороны подтягивают резервы, сообщается о сильных боях. На данный момент им удалось остановить российское наступление и отбить населенные пункты по линии рубежные – Золотой колодец, Веселое, а также вклиниться в основание российского выступа и создать встречную угрозу окружения всей прорвавшейся группировки. В то же время российские Z-блогеры не подтверждают критической ситуации на этом направлении и намекают на то, что ситуация не особо понятная. Пока что ни одна из сторон не смогла уверенно перехватить инициативу в боях восточнее Доброполья. Еще больше ситуация осложняется из-за обилия противоречивых сообщений, резко контрастирующих с информацией от источников с мест. Ситуация на всем направлении остается крайне динамичной и во многом неясной. В то же время украинские военные осуждают публикацию BBC и фактически опровергают информацию о том, что россиян берут в кольцо и что положение критическое. В целом сейчас похожая ситуация с преувеличением действительно успешных действий подразделений ВСУ на направлении, хотя в действительности все не так сказочно. Идет зачистка, есть успехи, но будет большим счастьем, если мы вернемся хотя бы к прежним рубежам. Хотя я уверен, что такой провал не пройдет бесследно, и все же останется какой-то выступ. В Казахстане за решетку отправят фейкового миллионера. Молодой человек придумал схему, которая позволила ему практически полгода жить на широкую ногу и впечатлять своих подписчиков роскошью, которая его окружала. О мошенничестве ради лайков сообщает прокуратура. Итак, в Астане осудили мошенника псевдобизнесмена. В течение 5 месяцев он с друзьями останавливался в люксовых отелях, ужинал в элитных ресторанах и покупал дорогую одежду, расплачиваясь поддельными платежными поручениями. Схема проста.
Подсудимый отправлял через банковское приложение фиктивные документы об оплате, а доверчивые сотрудники гостиниц и магазинов не проверяли их подлинность. Так он накрутил себе имидж и нанес ущерб на сумму свыше 8 миллионов тенге. Это 15 тысяч долларов. На суде мужчина не стал отрицать своей вины и рассказал о том, почему решился на такой шаг. Однако чистосердечное не помогло. Украина взяла в плен как минимум 6 сотен граждан Таджикистана, которые воевали на стороне России. Об этом сообщает проект «Хочу жить», который занимается вопросом военнопленных. Этот проект утверждает, что все пленные из Таджикистана ранее заключили контракты с российской армией. Радио «Азатык» пишет, что на стороне России воюют также граждане Узбекистана. Но если Ташкент осуждает и уголовно преследует своих граждан, которые решились воевать за чужое государство, то о задержании или осуждении граждан Таджикистана ничего не известно. По данным «Хочу жить», методы вербовки жителей Центральной Азии у России крайне примитивны. Полиция проводит рейды против трудовых мигрантов по всей стране. Людей, к которым и без того в России относятся с пренебрежением и ненавистью, отлавливают полицейские или нацисты из русской общины. Уже в полицейских участках мигрантов начинают раскручивать на контракт. Друзья, спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.